Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. В прошлом видео я рассказывала о том, как опасно обращаться к посредникам для заполнения анкеты на участие в лотерее Green Card. Если вы не видели этот ролик, обязательно посмотрите. А в этом видео я расскажу, как восстановить ваш номер подтверждения, если вы его потеряли, или посредники, через которых вы оформляли анкету, отказываются его выдавать. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Этот способ работает, если вы знаете все необходимые данные, начиная от вашего имени и фамилии и заканчивая адресом электронной почты, который указывали при подаче заявки. Заходим на официальный сайт dvprogram.state.gov. Нажимаем синюю кнопку «Check Status». В открывшейся странице нажимаем синюю кнопку «Continue». На новой странице появится стандартная форма для проверки, выиграли вы в лотерею или нет. В самой первой строке необходимо ввести ваш номер подтверждения, который мы восстановим сейчас. Нас интересует строка Forgot Confirmation Number. Нажимаем на нее. Попадаем на страницу верификации участника. В первом пункте выбираем год программы. Заметьте, не год подачи заявки, а год, который указан в названии лотереи. То есть, если вы подавали заявку на участие в 2019 году, то выбирать необходимо 2021, так как программа называлась DV 2021. Далее заполняем ваши персональные данные. В первую строку вводим фамилию на английском языке, так как она указана в вашем загранпаспорте и так как вы должны были указать ее при регистрации. Во вторую строку вводим ваше имя. Третья строчка – отчество или среднее имя. Указывать его не надо, если в загранпаспорте его нет. В таком случае ставим галочку на No Middle Name. В следующем пункте вписываем вашу дату рождения в формате месяц, день, год. И далее адрес вашей электронной почты, которую указывали во время регистрации на участие в лотерее. И в последнем пункте вводим проверочный код с картинки. Нажимаем кнопку Submit. Если какие-то данные вы указали неверно, то страница обновится, а сверху появится синяя информационная табличка с предложением перепроверить все указанные данные, чтобы они точно совпадали с теми, которые вы указывали при подаче заявки. Смотрим и находим ошибку. В моем случае неправильно указана дата рождения. Исправляем ее. Снова вводим проверочный код и нажимаем кнопку Submit. Если все данные были указаны верно, вас перенаправят на страницу проверки результатов розыгрыша, где сверху уже будет указан ваш номер подтверждения. Снизу также будет указана ваша фамилия и год рождения. Эти поля не трогаем, а просто вводим проверочный код с картинки и нажимаем кнопку Submit. Если на этот раз вы не выиграли, увидите такую страницу, где вас проинформируют о том, что ваша анкета не была отобрана для дальнейшего участия в программе. А если вы оказались одним из счастливчиков, увидите такую страницу, в которой будут указаны ваши персональные данные, а снизу заветный case number, который вам понадобится для дальнейшего прохождения процедуры получения грин-карты. О том, что делать в случае выигрыша, как заполнить все необходимые документы, мы уже рассказывали в нашей подробной видеоинструкции, ссылку на которую вы найдете в описании. Как видите, ничего сложного нет. Однако такой способ подходит только в том случае, если все данные при регистрации вы указали верно, включая адрес электронной почты. Если вы воспользовались услугами посредников, которые отказываются выдавать номер подтверждения, и у вас не получается восстановить его указанным способом, скорее всего, они указали другой электронный адрес, чтобы шантажировать вас и требовать деньги за этот номер. В таком случае, в первую очередь, я рекомендую попробовать ввести повторно свои данные, но вместо вашего адреса электронной почты внести почту посредников, через которых вы подавали заявку. Возможно, именно в вашем случае они оказались недостаточно смышленными и не заморачивались с созданием другого электронного адреса. Но если такая система не работает, а вас уже шантажируют, требуя заплатить за выдачу информации, вариантов остается немного. Первый, самый банальный и очень неприятный – заплатить. Однако сумма в таком случае будет, скорее всего, не маленькая и может доходить до десятков тысяч долларов. К тому же никаких гарантий того, что вы действительно выиграли, а не снова вас пытаются обмануть, нет. Также нет и гарантии того, что после оплаты они не потребуют еще,
или заставят подписать какой-нибудь контракт на услуги по сопровождению во время всего процесса получения грин-карты за дополнительную плату. Я же рекомендую второй вариант. Дать понять этим мошенникам, что вы знаете свои права и готовы обратиться в суд за вымогательством, так как номер подтверждения принадлежит лично вам и никому больше. В таком случае старайтесь сделать это по электронной почте или записывая разговор на диктофон, чтобы у вас были доказательства их незаконной деятельности. Существует вероятность того, что после этого номер вам все-таки выдадут и не захотят тратить на разбирательство время, ведь у них, скорее всего, предостаточно обманутых клиентов, которые будут готовы заплатить. Ну и последний вариант, который тоже может помочь – обратиться с официальным письмом в посольство США в вашей стране. В письме укажите свои данные – фамилию, имя, дату своего рождения, год участия и кратко опишите ситуацию. Возможно, вы не знали, что обращаетесь к посредникам и, наверное, заполнили анкету на участие не на официальном сайте, а теперь вам звонят и вымогают деньги. Я лично не знаю, поможет ли в этой ситуации этот способ, но пролистав десятки страниц на различных форумах, где описываются подобные проблемы с мошенниками, люди говорят, что посольства некоторых стран могут пойти навстречу в таких ситуациях. В любом случае, других вариантов не остается, так что попробовать однозначно стоит. Помните, безопасность ваших данных и дальнейшая судьба зависят только от вас. Уделите несколько часов на изучение вопроса и подготовку документов. Посмотрите нашу видеоинструкцию, и вы точно сможете заполнить анкету на участие самостоятельно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.